Когда-то этот город называли северной столицей Молдовы. Здесь шумели заводы, и студенты заполняли университеты. А жизнь кипела на каждом углу. Но что происходит с городом сегодня? Я был в этом городе проездом всего один день, но постарался снять по максимуму его центральные достопримечательности и не только. Возможно, вы никогда и не слышали об этом городе, но узнаете многое после просмотра этого видео. Ну а для тех, кто проживал в этом городе и уже покинул его, этот ролик может стать ностальгическим, либо шокирующим. Давайте разбираться и наслаждаться просмотром. Волей судьбы меня занесло в город Бельцы. Что такое Бельцы еще лет 5 назад я не знал, но вот каким-то образом я здесь оказался. Так что давайте посмотрим вместе, что такое Бельцы. Бельцы переводится как болото. То есть меня с одних болот на другие все время тянет по ходу дела. Город Бельцы впервые упоминается в 15 веке, когда здесь проходили караванные пути между Османской империей и Европой. Так как караваны в основном использовали лошадей, на гербе города Бельц также присутствует лошадь. Так сказать, свободолюбивое, выносливое и целеустремленное животное, как символ города. Позже в 19 веке с приходом Российской империи и строительством железных дорог тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Вырубай, блядь, мудила. Бельцы стали крупным торговым узлом. Причем еврейская община играла большую роль в торговле и составляла большую часть населения города. Во времена Второй мировой румыно-фашистская армия уничтожила большую часть населения города, а кого не уничтожила, отправила в концлагеря Транснистрии. Ну а после Второй мировой город превратился в промышленный центр Молдовы. С распадом Союза индустрия зачахла, собственно, как и на всем пространстве постсовка. Давайте в конце концов посмотрим, как сейчас выглядят Бельцы. В Бельцах имеется улица Независимости. Это такая пешеходная улица, очень широкая и очень длинная, практически через весь центр города проходит. То есть по ней люди любят прогуливаться, проводятся различные праздники и все такое. Короче, место кутежа. Упирается эта улица в площадь Независимости, на которую мы сейчас вот и дойдем. В один из прекрасных моментов улица Независимости превращается в своеобразную площадь, на которой можно увидеть много достопримечалок, таких как, например, магазин «Белый аист». Это как раз-таки тот самый коньячок, что мы все знаем. Да-да, Молдова славится не только своим винодельем, но и коньякодельем. И коньякопитием, я думаю, тоже. Рядом с площадью присутствует аллея классиков. Аллея классиков была создана в 2010 году по инициативе местных предпринимателей. Более 30 предпринимателей поучаствовали в этом прекрасном деле. Такие респектуха и уважуха им. Вот что значит, люди любят свой город. Архитекторами проекта являются Иван Маковский и Анатолий Чекан. Центральным элементом композиции является арка с колоннами и, естественно, бюсты самих классиков: Михай Иминеску, Ион Крянге, Григоре Виеру, Михай Волонтир. Советский актер, молдавский, Михай Волонтир. Вы его, наверное, знаете по фильму «Цыганочка». Он играл цыган. И вот ему, потому что он умер в 2015 году, и в 2015, после его смерти, вот такой вот красивый бюст в честь нашего актера. Также на площади Независимости находится ЗАГС, в котором, по слухам, женятся и разводятся все местные. Здание интересное, но нужно подреставрировать. Напротив ЗАГСа находится великолепнейший фонтан. Пройдя немного вперед, вы натыкаетесь на здание театра, дизайн которого почему-то мне напомнил советский брутализм. Кстати, в советское время многие театры были украшены вот такими, не знаю, как их назвать, чеканками, что ли. Прям как в детстве в городе Псков. Также тут присутствуют памятники освободителям, так сказать. Великой Отечественной, я имею в виду. Ну и куда же без памятнику Иминеску? Еще один памятник в 200 метрах от предыдущего. Ну, а вот это здание, по всей видимости, еще до Советов здесь было. Город старенький. В 90-е годы по всему постсовку были снесены памятники идолам Советского Союза и воздвигнуты новые, такие как, к примеру, в Азербайджане
Алиеву повсюду стоят монументы. Каждая страна выбрала своих новых идолов. И Молдова не исключение. Они выбрали идолом своего правителя, так сказать, 16 века Штефана Великого. Штефан Великий установлен, по крайней мере, по Кишиневу в нескольких местах я его видел, но и Бельцы не исключение. Этот грандиозный 6-метровый памятник Штефану Великому установлен в далеком 2004 году у входа в мэрию города Бельцы. Лично мне этот памятник нравится больше, чем в городе Кишинев, что стоит перед парком Штефану Великому. Этот монумент выглядит, как бы так сказать, по-королевски. Монументальненько и шедевральненько. Держит державу в левой руке и правой указывает на земли молдавские. Штефан правил молдовским княжеством с 1457 года по 504 и гонял и османов, и поляков, и венгров многократно. Но вот некоторых вождей пролетариата до сих пор не свергли со зданий в Молдове. Это, так сказать, паспортный стол. Паспорта здесь получают люди, видимо. И наши идолы. Рядом с площадью Независимости располагается собор Святого Николая. Старейший православный храм города Бельц. Был построен в 1795 году. Изначально планировалось сделать его католическим, но по итогу его осветили как православный храм. Тем самым архитектура его напоминает католические базилики, а его колокольня когда-то напоминала шпиль Петропавловского собора в городе Санкт-Петербург. Во время Второй мировой войны храм сильно пострадал, и после восстановления колокольня перестала напоминать Петропавловский собор. Сегодня это одно из самых красивых мест города Бельцы, которое стоит посетить. Рядом с церковью Святого Николая был обнаружен колодец, коих по всем Бельцам полно. Здесь можно, собственно, заполучить воду, если у вас ЧП и все вокруг отключилось. Также рядом с мэрией города Бельцы находится центральный парк, который раньше назывался парком имени Аса Пушкина. Но в 2021 году парк был переименован и назван именем известного молдавского актера Михаила Волонтира. Никто другой не может пройти твою дорогу, только ты сам. Классная лестница здесь в парк построена. Я таких еще не видел. А они так для вилчеров сделаны тоже. Вот смотрите, так вилчер едет. А так вы можете идти по ступенькам. И вот она вот так вот выглядит. Проект финансирован был Европейским Союзом. А тут на, и кокешка тут не убрал. Вот так вот Европейский Союз спонсирует, а кокешки до сих пор никто не убирает за собачками. Но вообще, если серьезно, то парк шедеврально отреставрирован и облагорожен. И дети, и взрослые будут рады посетить это место. Непонятно, как Высоцкий связан с городом Бельцы, но, видимо, жители Бельца очень любят творчество Высоцкого. Вот, собственно, ему здесь такой своеобразный монументик. Прямо в середине центрального парка находится этот монумент. Я вот очень котирую Высоцкого. Если вы котируете тоже, то поставьте лайк моему видосику. Ну и центральному парку города Бельцы. К парку прилегает католический собор святых архангелов. Был построен сразу после развала Советского Союза. Здание, надо сказать, выглядит довольно-таки современно и выделяется на фоне большинства строений города. Здание хоть и современное, но сочетает в себе нотки старины, таких классических соборов Европы. Не знаю, как вы, ребята, а я вот очень-очень уважаю квас, особенно бочковой, так сказать. Помните, как в детстве все стояли с бетончиком в очереди? Ну, очень, прям очень-очень-очень. Квас Никола. Пейте квас. В Бельце, как и в любом молдавском городе, есть базар. И это такая основная достопримечалка у них здесь. То есть все сюда ломятся затариваться. А сегодня выходные, явно тут будет полно народу. Если вы хотите почувствовать настоящий дух Молдовы, то вам по любасу нужно заглянуть на базар. Это не просто место, где покупают и продают, это целый мир, целая атмосфера. Люди здесь встречаются, торгуются, общаются, да и просто проводят выходные. Естественно, фрукты, овощи, молочные продукты, мясные продукты. Ну и чем дальше вглубь, тем больше можно найти продуктов обихода. В отличие от всех базаров, что я видел, на этом продают живность. Рынок порадовал не только атмосферой, но и своей чистотой. В Бельцах имеется парк счастья. Ну, счастье для детей, естественно.
различными аттракционами, как в моем детстве. Прям аттракционы, такое впечатление, что с тех пор-то и не обновлялись. Ох, я помню в детстве такой вот аттракцион. Тошниловка еще та. Хотите побывать в своем детстве? Приезжайте сюда. Здесь прям такая ностальгия по Советскому Союзу и по аттракционам Советского Союза. Ну, прям прикольно выглядит. Ну, кому счастье, а кого укачивает, так сказать. Поэтому я, наверное, кататься не буду. Смотрите, какой прикольный монумент. Молдаванки, собирающие виноград. Ну и вот, смотрите, здесь была обнаружена почему-то армянская церковь Святого Георгия Просветителя. Но на данный момент почему-то она не работает и закрыта. Как видите, замочек здесь висит. Церковь была построена в 1914 году на средства армянской общины. Снаружи она выглядит очень ухоженной, но вот почему-то она сейчас закрыта. Вообще Молдова двуязычная страна, и будучи в Кишиневе, допустим, с какого языка вы начинаете, на том языке с вами продолжают говорить. Свободно можно подойти, не знаю, в аптеку, в кафе, в ресторан и начать говорить на русском, и с вами продолжат говорить на русском. Но разговор, по большей части, в Кишиневе всегда начинается с румынского. Если вы отвечаете на русском, то переходит на русский. То в Бельцах совсем другая ситуация. Все начинают всегда с русского языка. Пока я даже не встречал тех, кто начинает с молдавского. Прощай, город Бельцы. Бельцы, на мой взгляд, периферийный такой городок, похожий на небольшие городки всего постсоветского союза. Очень компактный, все близко и рядом, очень удобный. Но вот есть пару минусов. Один — это, естественно, дороги. И в подворотне, если вы сворачиваете, там тупо не пройти, не то что на коляске проехать инвалиду, да? Ну, а другой минус — это очистные города Бельцы. По вечерам они там какие-то работы проводят. И если роза ветров развернулась в сторону города, то в городе лучше не открывать окна и сидеть дома. Потому что на улице попахивает так, что лучше не выходить. Всем спасибо за то, что просмотрели мое видео о Бельцах. Я там пробовал небольшое количество времени. Напишите мне в комментах о том, что я не увидел в городе Бельцы, чтобы я в следующий раз по приезду это дело посмотрел. Спасибо огромное. Да, и путешествуйте. Это всех раздражает. Всем спасибо за просмотр этого видео. Поставьте мне лайк, подпишитесь на канал. Ну а кому интересно узнать больше про Молдову, то у меня на канале есть видео про город Кишинев. Ну а те, кто любит смотреть видео о путешествиях и различных местах, обязательно подписывайтесь на мой канал. Там много видосиков с различных мест этой планеты.